Сегодня есть особое отношение к России в Азербайджане, особое отношение к русскому языку. И можно сказать, что русский язык в Азербайджане наряду с азербайджанским языком стал одним из главных языков образования. Есть русскоязычная интеллигенция, представители которого все в России знают. Такие люди, как Чингиз Абдуллаев, Таир Салахов. И можно, конечно, перечислять их много. И надо сказать, что азербайджанцы, в отличие от соседних народов, я имею в виду грузин и армян, в России начали жить позже. И надо сказать, что вот такая крупная диаспоральная структура появилась только с конца 90-х годов. И здесь надо отметить особую роль России, когда Азербайджан находился в экономическом не кризисе, а коллапсе. Сотни тысяч азербайджанцев нашли работу именно в России. Поэтому, конечно же, это не забывается. И сегодня в самом Азербайджане живут самая большая русская диаспора, если по сравнению сравнить это с Грузией и Арменией. Если в Армении на сегодняшний день живет около 3000 русских, в Азербайджане живет более 150 тысяч русских. Сегодня в Азербайджане во всех высших учебных заведениях есть русский сектор. Сегодня в Азербайджане издаются такие газеты, как «Зеркало», «Эхо», которые самые читаемые газеты. Это не то, что дань к чему-то, это просто естественное состояние, естественное присутствие русского языка и русских в Азербайджане. Сегодня каждый азербайджанец знает, что из себя представляет Россия, и каждый азербайджанец знает город Москву, который является для многих это не столица какого-то иностранного государства, а что-то родное. И это естественно, потому что Москва была столицей 70 лет всего Советского Союза. Баку сыграла немаловажную роль в истории и России, и Советского Союза. Мы можем вспомнить Отечественную войну, где был Карабахский полк, я имею в виду 1812 года. Мы можем вспомнить Великую Отечественную войну, где более 70% нефти давал Баку. И, значит, именно министр промышленности Германии отмечал, что одним из главных причин поражения в этой войне немцев это была нехватка нефти. И здесь, конечно, значение Баку очень большое. Здесь, конечно же, мы не забываем ту роль и значение русской культуры, русской литературы, русского образования, благодаря которому сформировался светская интеллигенция азербайджанская в 19-м, начале 20-х веках. Мы не забываем то внимание создания русско-татарских школ. И сегодня лучшие школы, как первая и другие школы, базируются и имеют историю, начинают вот с этих русско-татарских школ. Мы не забываем семинарию в Горе, которая, можно сказать, что сыграла роль как царского села в формировании светской интеллигенции для азербайджанцев. Оттуда вышли видные азербайджанские представители интеллигенции, которые сыграли очень большую роль в истории Азербайджана. Мы не забываем, что благодаря всему этому азербайджанцы создали именно первую комедию на Востоке, первую драму, первые фильмы, первый театр и даже первую республику. Именно азербайджанцы и в мусульманском мире, и в тюркском мире создали азербайджанцы. И именно благодаря той политике, которая была в Советском Союзе, Азербайджан получил независимость, и это, наверное, самое большое богатство на сегодняшний день у азербайджанцев. Как воспринимается сегодня современность молодежи Азербайджан? Ну, я могу сказать, что
Может быть, в годы советской власти, скажем, до 80-х годов об азербайджанцах вообще было мало известно. Но благодаря вот крупномасштабному пиару и тех достижений, которые Азербайджан смог в 70-е, 80-е годы достигнуть в экономике, в культуре, благодаря Гейдару Алиеву, который руководил с 1969 года, не секрет, что до 1969 года Азербайджан был остающей республикой, остающей страной, а с 70-х годов получилась парадоксальная ситуация, когда вся страна была, в стране был застой, в Азербайджане был резкий скачок во всем, в первую очередь в экономике. Именно благодаря к тому, что он смог сделать то, что сделал в Азербайджане. Если мы вспомним 60-е годы, когда Хрущев приехал в Баку, он в своем выступлении говорил о том, что Азербайджан в то время, в 60-е годы, был остающей страной в экономике. Вот то, что он смог превратить эту страну в процветающую, это сделало то, что второй в истории Азербайджана, вторым человеком после Нариманова оказался Гейдар Алиев в Олимпе власти, был одним из руководителей Советского Союза. Когда звучала фамилия Алиева, когда звучала и были программы по центральным каналам об Азербайджане, об его достижениях, конечно, в России уже начали знать азербайджанцев. Я помню, что вот в начале 80-х годов, когда я был в армии, когда спрашивали, кто я по национальности, грузин знали, армян знали, азербайджанцев не знали. Но уже, скажем, начиная, я еще раз говорю, с конца 70-х и с 80-х годов, уже азербайджанцев знают как народу начали знать в постсоветском пространстве. А азербайджанцев в Европе и в мире, наверное, узнали после того, когда опять-таки Гейдар Алиев вернулся к власти и был нефтяной контракт, и эта политика продолжалась при Илхаме Алиеве, вот то, что Евровидение и вот все те достижения сегодня в Азербайджане, это послужило к тому, что Азербайджан сегодня знают в Европе, знают в Америке, знают в мире.